Привет, я Ольга Балабанова, а вы смотрите «Ехать надо» на канале Green Jack Channel. Мы рассказываем вам о Черногории, и в этом выпуске решили обобщить все самое интересное, что мы советуем вам посетить в этой живописной стране. Благодарим за помощь туристическое агентство и ассоциированное агентство по продаже авиабилетов Трансавио. Кстати, именно у них вы можете купить билеты в Черногорию. Итак, 10 самых интересных мест Черногории, которые стоит посетить. На 10-е место мы решили поставить мавзолей Петра Негуша, самого знакового правителя Черногории, который был похоронен на горе Ловчин. Он завещал похоронить себя именно на этой горе, где когда-то им же была и построена часовня. На мавзолей достаточно сложно добраться, туда ведут очень длинные ступени. Можно попасть в мавзолей, можно увидеть саркофаг Негуша, и именно с высоты этой горы открывается совершенно роскошный вид на окрестности. На 9-м месте в нашем списке самый спокойный курорт Черногории Херцег-Нови. Тихий уютный городок, который называют ботаническим садом страны. Множество зелени, тропические и субтропические растения, реликтовые деревья, знаменитый медицинский курорт Игола, где лечат минеральной водичкой и морскими грязями. И, конечно же, сам городок с узкими улочками и двумя чудесными сохранившимися старинными крепостями. На 8-м месте город Будва. Несмотря на перенасыщенность и сумасшедший туристический поток, практически все едут именно в Будву, мы все-таки рекомендуем его посетить и побывать в старом городе Будвы. Побывать на этих узких улочках, посидеть в кафешках, прогуляться и непременно съездить на остров Святой Никола, потому что там чудесные пляжи, и обязательно заказать какую-нибудь экскурсионную прогулку вдоль побережья и посмотреть на остров, на город со стороны моря и обязательно увидеть слоистые скалы, которые находятся здесь в ближайших окрестностях. На 7-м месте крошечный городок Перост, расположенный в Бока-Которском заливе. Городок мореплавателей в прошлом и городок миллионеров в нынешнем, поскольку земля в этом городе стоит сумасшедших денег, и, собственно, каждый особняк здесь – это особняк на миллион. Городок, в который когда-то Петр I отправлял учиться будущих мореплавателей, и городок, напротив которого, прямо в заливе, расположены два совершенно изумительных острова, невероятно живописных. На одном островке находится монастырь, а на другом, он называется Богородица на рифах, расположена часовня, у которой невероятно интересная история. Поезжайте, посмотрите. На 6-м месте островок Свети Стефан, расположенный на Адриатическом море. Дивное, живописнейшее место. Сегодня частный остров. В свое время место, где побывали все возможные знаменитости 20 века. Остров-отель, остров, где пожить стоит сумасшедших денег, куда попасть почти невозможно, но тем не менее именно напротив этого острова и на фоне этого острова фотографируются практически все туристы, попавшие в Черногорию. Пятое место нашего рейтинга – Порто Монтенегро, знаменитая марина в городе Тивот. Город в городе, лакшери место, место, куда приходят яхты всех крупнейших миллионеров Европы, а то и мира. Место, в которое инвестировали самые богатые люди Европы. Место, в котором вы найдете отели, бутики, роскошные галереи, все что угодно, все, что свойственно роскошной жизни. И место, которое, конечно же, необходимо посетить. На 4-м месте в списке Must See Черногории селение Негуши и главный продукт, который в этом селении производят – прошут, вяленая свиная нога. Именно то, что вы заберете с собой из Черногории. Тот самый специалитет, который вы привезете в подарок всем своим друзьям и родным, и тот специалитет, которым вы всласть наедитесь на отдыхе.
На третьем месте нашего рейтинга Старый Бар. На самом деле это старая часть города Бар, ныне существующего и достаточно крупного порта в Черногории, но это та часть города, которая сегодня не живет, а это такие Помпеи черногорские. Город законсервированный, город разрушенный в свое время от взрыва пороховых складов. По сути, археологический музей прямо под открытым небом. Удивительное место, где вы можете побродить по почти не сохранившимся улочкам, посмотреть на развалины старых домов и почувствовать себя в Средневековье. На втором месте в нашем списке 10 must-see в Черногории расположился дивный город Котор, жемчужина Адриатического побережья. Один из самых посещаемых городов в Черногории, наверное, самое посещаемое место в Бока-Которском заливе. Место, которое вошло в список ЮНЕСКО. Город в свое время славился как сильный, мощный, невероятно серьезный торговый город. Город, в котором сохранилось громадное количество венецианской архитектуры. Город, в котором мы до сих пор чувствуем наслоение всех возможных эпох и всех возможных правлений Черногории. И город, который посещают круизные лайнеры в гигантском количестве. Ну вот мы и добрались до первого места нашего рейтинга. Я думаю, никто не станет с нами спорить. На первое место мы поставили Бока-Которский залив с высоты его роскошных смотровых площадок. Поверьте, это самое яркое впечатление из всего, что вы увидите в этой живописной стране. Бока-Которский залив – один из самых красивых заливов в Европе. И отправляясь в какую-нибудь другую часть страны, в центр страны, отправляясь в село Негуши, отправляясь в Цетинье, в мавзолей Петра Негуша, вы обязательно подниметесь по этому невероятно крутому, но роскошному серпантину и, останавливаясь на каждой смотровой площадке, будете фотографировать со всех точек это дивное место. Невероятной красоты, изумительная бухта, даже несколько бухт, объединенных единым целым Бока-Которским заливом. Это, пожалуй, самое главное must-see в Черногории. Если вас интересуют подробности о каждом из этих 10 мест, которые мы только что перечислили, не поленитесь, поищите в наших предыдущих выпусках. О каждом из этих мест мы сняли отдельную программу. На сегодня все. И, пожалуй, все о Черногории. Если хотите знать подробности о других городах и странах, подписывайтесь на наш канал. Вас ждут вместе с нами новые путешествия. Это «Ехать надо», это Ольга Балабанова и Green Jack Channel. Подпишитесь на нас и путешествуйте вместе с нами. Пока-пока.